Ангел 777. Полностью соглашусь с вами по поводу того, что надо заниматься тем, чем хочешь. Но не всегда и не у всех так получается. Начала пробовать живопись в 50 лет. Семья, муж, 4 детей, родственники пожилые, больные. Все это поглощало мое время, как воронка. Не было времени на то, о чем мечтала. И в один прекрасный день все исчезло. Дети выросли, разъехались, пожилые умерли. Остался только муж. Но он поддерживает мое устремление сам, потому что всю жизнь занимался любимым делом. Он у меня технарь, электронщик, очень увлеченный человек. Так и живем теперь. Он своим увлечен, а я совмещаю работу и живопись 50/50. Стало очень приятно жить. Появились любимые мною цели. Можно сказать, я счастливый самоучка. Хочу поблагодарить вас, поблагодарить за прекрасные обучающие ролики. Это приятно. Вы отлично улавливаете потребности своей аудитории. Спасибо, дорогой ангел. Какой красивый ник. 777. Значит, мы на верном пути. Ну и в честь праздника у меня для вас радостная новость. Ребята, в моей онлайн-школе акция в честь Дня влюбленных. На все мои курсы, которые я выпустил по живописи, скидка 35%. А также я предлагаю вам приобрести некоторые мои живописные работы за полцены, небольшого формата. Акция продлится до 20 февраля. Наталья Корякина на выходные смотрела ваши видео с ответами на вопросы и 5-летней давности, и совсем недавней. Обратила внимание, что вас, как художника, и тогда, и сейчас волновал и волнует вопрос, что такое любовь. Ну, да, читаем дальше. Мне кажется, что я знаю верный ответ. Это мое понимание, но мне опять-таки кажется, что вы можете с ним согласиться. Любовь – это жертва. Если ты любишь кого-то, это значит, что ты любишь этого человека больше, чем себя. Ну, а если ты любишь закат, например, или пение соловья, какая тут жертва? Так, ну ладно, читаем. Значит, больше, чем себя, и стараешься сделать его счастливым, чем-то жертвуя во имя его или его счастья. Счастье видеть любимого человека счастливым. А если он упырь, например, да, ты жертвуешь, даешь ему кровь попить, да, пусть пьет, лишь бы ему было хорошо. А ты в этот момент где? Ты наслаждаешься тем, что он кровь из тебя пьет или нет? Ну да ладно, идем дальше. Значит, счастье видеть любимого человека счастливым, жертвовать чем-то во имя счастья человека, которого ты любишь, это высшее счастье для того, кто любит. Отсюда понятно, что каждый любит по-своему в меру того, чем он может и готов пожертвовать, и почему у тех, кто любит, счастливые глаза. Человек меняется, когда он любит кого-то, но любить дано не всем. Это такой же дар, как, наверное, и дар, талант творчества. Что скажете, друзья, на тему того, что любовь – это жертва? Спасибо большое, Наталья, за ваше чудесное письмо. Я слышал, как один мудрый человек говорил, что любовь и приятие – это знак равенства. Он ставил знак равенства. Приятие. То есть ты принимаешь, нет никакого желания что-либо менять. Кстати, в живописи жертва, тоже на первом месте. Ты, например, много видишь, но ты не изображаешь это. Жертвуешь во имя чего-то главного. Здесь какая-то есть параллель. Или точнее, изображаешь условно. Вводишь. Вообще можешь не изображать, просто пятно поставил и все. Во имя того, чтобы главное работала. Она тогда активно вылезает на первый план. Мы как бы управляем вниманием зрителя, и своим, когда мы пишем, ставя что-то на первое место и подчиняя ему все остальное. Марина Арская. В видео вы говорили о живописи на бумаге и посоветовали писать на холстах.
Я знаю, что самым лучшим считается лен бельгийского производства, но и этот лен боится влаги, надо следить за его натяжением. И к тому же он очень дорогой. И у меня давно возник вопрос, почему художники в наше время не перешли на холсты из синтетики. Синтетика не сгниет, натяжением такого холста не будет зависеть от влажности воздуха. У натуральных холстов есть преимущество, что на них легче работать художнику, или картину, написанную на льняном холсте, легче продать. Это вопрос. Но считается как-то, да, что лен такой более надежный. Я сейчас собираюсь купить холст в рулоне, и мне важно понимать преимущества различных видов холстов. Но тут я не очень специалист. Я писал и пишу часто. На холсте 30% синтетики. Караваджо называется. Итальянский. Он довольно-таки тянущий, но для, наверное, больших холстов он не подойдет, потому что там нужна большая плотность. А здесь плотность такая не слишком. Но для среднего размера нормально. Мне нравится. И натягивается хорошо, потому что синтетика тянется немного. Ну вот покупаю такие рулоны Караваджо и вполне себе, натягиваю их на разные подрамники. Мне нравится. Если кто-то из вас, друзья, посоветуете, как разобраться в качестве современных холстов, буду очень благодарен. В общем, всем это будет полезно. Наталья Strikes Again. Смотрю вас давно, пишу впервые. Очень нужен совет. Я живу в пустыне. Красная терра, синее небо, слепящее солнце, влажность воздуха 8%. Нет переходящей дымки вдаль. Пейзажи получаются контрастно яркими, почти без белил, без переходного тона. Все в фокусе. Как смягчить картину, чтобы не раздражала глаз? Наталья, а зачем ее смягчать? И почему глаз раздражает? Вы же в этой среде находитесь. Я Фешина вспоминаю в таких случаях. Он говорил, что пишите не то, что вы придумываете, что вы знаете, а то, что видите. Вы видите синее, 8% влажности? Пишите это. Просто в разные стороны глаз смотрит, и все по-разному окрашено. Разные состояния утром, вечером. Это самое прекрасное. Пораньше встать, либо переходное состояние, когда вечереет. Там же уже наверняка не раздражает глаз. В общем, я за то, чтобы ничего не придумывать. И переходящие дымки всякие не делать из ума. Получится неубедительно. Либо еще путешествовать можно. Приезжайте, кстати, на класс. У меня будут 2 класса в Италии в мае, в начале. Друзья, я задумал провести классы в Италии с 1 по 5 мая на озере Гарда, с 7 мая по 11 мая Рим. Водными красками будем писать. Акварель, темпера, гуашь, пастель на выбор. Лиза Петерс, подскажите, пожалуйста, долго искала и не могла найти ваше видео, где вы пишете глицинию. Кажется, в Воронцовском. Нет, это Никитский ботанический сад был. Так, рассказывайте о поездке, о работе. Там еще интервью берете у своих учениц. Можно ссылочку, пожалуйста? Мне также ее искать, так же, как и вам. Где мне ее найти? Надо просто набрать в плейлисте мастер-классы, там поискать по годам, там не так уже будет много видео. Посмотрите лучше сами. Либо кто-то знает, может быть, кто-то это найдет эту ссылку, тогда поделитесь. Хотя YouTube уже, наверное, не пропустит никакие ссылки. В Телеграме можно оставлять. Пользуясь случаем, приглашаю вас в Гурзуф на мастер-класс, который будет уже скоро совсем. С 5 по 9 марта. Весна, цветение, Гурзуф, море, горы. Приезжайте. А еще будет класс в Плесе с 9 по 13 апреля. Записывайтесь. На сайте есть информация о предстоящих классах. Записывайтесь там, либо пишите мне на WhatsApp или куда угодно в личку. Под каждым видео в описании есть все мои контакты. Александр Липовский – хороший пример, как не следует делать композицию. Куда смотреть на недорисованный стул, занимающий треть полотна.
хотя фавизм тоже искусство, и сейчас все искусство. Спасибо, Александр. Для меня живопись всегда эксперимент. Логика, правила здесь исключаются. Ты идешь по интуиции, как бы решаешь новые задачи, вернее, находишь новые решения той же самой задачи. Ты внутри себя ищешь, как бы это сочинить так, может быть, провокативно, как еще не было до этого. Это эксперимент. И те, кому нравится экспериментировать, кто не успокоен, ищет новые пути, приглашаю на живые классы и в онлайн-школу. Будем заниматься. Серьезно. Друзья, не забывайте отметиться в журнале. Задавайте вопросы, делитесь этими видео. Так будет развиваться канал. Предлагаю вам посмотреть сюжет, который я снял на выставке Федора Захарова. Выставка проходила в Третьяковке в 2019 году. Пока, ребят.